Всем привет, я Сава, я игрок команды Team Spirit в дисциплине Mobile Legends Bang Bang. Всем привет, меня зовут Сансловер. Всем привет, мой игровой никнейм Марл, я лесник команды Team Spirit. Всем привет, меня зовут Хика, я голдер команды Team Spirit по Mobile Legends Bang Bang. Сегодня мы вам расскажем немного про эту дисциплину. Mobile Legends — это моба, в которой есть здание, которое нужно вам разрушить, и для этого у вас есть различные инструменты. То же самое можно сказать, что Dota, только мобильная. Сильно отличается, конечно, но принцип игры один и тот же. Так как это игра 5 на 5, то это командная игра, и результат победы, матча зависит от каждого из твоих союзников и противников. И для того, чтобы достичь трона врага, есть множество вариаций и много стратегий. Все зависит от каждого из твоих союзников. В игре есть 124 персонажа, которых вы можете выбрать и, соответственно, на них играть, и у них есть у всех различные свои способности и навыки. Эти персонажи, в свою очередь, делятся на различные классы в зависимости от их специфики и функций. Например, есть лесник, джангл, то есть он специализируется больше по фарму в лесу. Есть голдовик, специализируется по большей части по получению золота на старте, и, соответственно, ходит он на голдлайн, фармит, и в лейте обычно это керри-персонаж. Есть саппорт на миди, он же маг, мидлейнер, обычно это маги. Есть роумер, обычно это персы, которые довольно сильные на старте, либо довольно сильные в лейте. Суть в том, что они меньше всего голды получают на протяжении всей игры. И последняя роль — это эксповик. Бойцы обычно ходят на экспу, и, соответственно, экспа такая, заточена 1 на 1 больше. Для новичка я бы рекомендовал роль, наверное, мага в миде. Самая простая, потому что ты просто приходишь, фармишь крипчиков, и если у тебя там что-то не получается, то команда все равно может выигрывать без тебя. Я играю на мидлейне, то есть средняя линия. В основном это маги. Я играю на более сложных командных магах, таких как Фарамис, Валентина, Навария, Лилия. Есть маги саппорта, есть маги, которые очень сильны в поздней стадии игры и наносят много урона. Новички же особо любят играть на какой-нибудь Нане, Эйдоре, Горде. Горд также очень хороший персонаж, кстати. Циклоп какой-нибудь, Чане, Фаша, Люнакс. Лилия также очень популярна у новичков. Довольно простые герои, не считая Лилию и Горда, они довольно сложные. Остальные герои довольно простые, механики у них понятные. Так что новичкам на них будет легко. Конечно, надо поиграть на всем, попробовать себя на каждой роли. И, я думаю, не будет проблем выбрать свою основную. Поиграйте там на каждой роли по 5 героев выберите и почувствуйте, что вам по душе. Могу сказать за лесников. В лесу простые герои, наверное, Роджер, Карина, Пакита. На миду, там, например, Виксана, Чане, на экспе Теризла, Орлот и на, получается, голде Клинт, Лейла, Мия, Бруно. Вот на этих бы героев я начинал играть. Помимо несложного персонажа, вам стоит большое внимание заострить на том, чтобы именно забирать крипов. То есть не бегать, там, помогать тиммейтам и тому подобное. Главное забрать пачку миньонов своих на своем лайне. И, соответственно, с получением 4-го левела, с получением ультимейта вы можете, бегать, помогать союзникам, убивать вражеских персонажей. Но, опять же, огромный приоритет советую всем новичкам делать на пачку. Даже после 4-ки. То есть многие просто забывают, там 2-3 пачки уже проходят, а они там где-то воюют, и это неправильно. То есть все-таки главное миньончики. Самое трудное было, когда начинаешь играть в МЛ, это узнавать скиллы всех героев. То есть, чтобы хорошо играть, тебе нужно знать скиллы абсолютно каждого героя в игре, знать, что они делают, как им противостоять. И когда ты только начинаешь играть в МЛ, ты не понимаешь механики некоторых героев, и это создает трудности. Я рекомендую всем изучить какую-то базу. Например, если вы лесник, вам нужно посмотреть, опять же, какие-то гайды или демки игроков профессиональных и изучить просто шаблон их действия. Хотя бы начать с этого. Двигаться так же, как они, и в идеале хотя бы примерно понимать, почему и для чего они идут в ту или иную точку. Лично я рекомендую заходить на стримы именно киберспортсменов, потому что
скорее всего, у них будут правильные действия, которые вы просто банально можете копипастить и применять в своих играх, благодаря чему просто апать ранг и радоваться жизни в MLBB. В нашей команде, как минимум, я и Sunslover довольно часто стримят, и вы можете заходить и смотреть. К тому же можно смотреть наши игры на разных турнирах. Мы в основном пикаем самых сильных героев в нынешней мете. Из них можно выбрать, кто больше нравится, если хочешь себе апать звезды. Если хочешь себе апать рейтинг, так, то на самом деле выбирать не приходится надо. И если даже герой не нравится, а ты хочешь выигрывать, придется брать тех героев, которых пикаем на турнире мы, например. Они, скорее всего, помогут в этом. Предположим, вы делаете все, как вам объяснили, смотрите гайды, играете, стараетесь даже, потому что многие упускают этот фактор. И у вас все равно не получается, вы все равно проигрываете, горите и все равно не понимаете, что делать. Что я могу по этому поводу сказать и что я могу вам рекомендовать? Первое, наверное, не опускать руки. Второе, помнить, почему вы любите играть в эту игру. И третье, наверное, просто пытаться найти свои ошибки. То есть нужно понимать, что, если вы играете соло, например, или дуо, трио, соответственно, в целом вы не прям можете контролировать исход боя, исход одного матча, в котором вы играете. Соответственно, я рекомендовал бы просто сфокусироваться на вашем геймплее, ваших совместных действиях с вашим тиммейтом, если вы не соло. И, соответственно, пытаться развиваться, опять же, в этом направлении, потому что по-любому в любой игре вы допускаете какое-то количество ошибок. Соответственно, не надо думать, что вы там вообще никогда не ошибаетесь и идеально все делаете. Соответственно, просто развиваться дальше, пытаться апгрейдить себя и выигрывать. Чтобы стать намного лучше, чем ты сейчас, получается, ты должен играть на одной роли и развиваться на ней, и играть очень много в день, быть одноролью, не одноперсом, а одноролью, и иметь множество персонажей на этой роли. А насчет того, как узнавать механики других героев, можешь там одну игру сыграть, на всех героев в игре, и плюс-минус понять механику их. Новички довольно часто не понимают, когда надо драться на объекте. То есть 2 минута, черепаха появляется. Желательно 4 человека должны быть на этой черепахе. То есть все, кроме стрелка. И делать там файт. Там уже кто как кнопки нажмет, это их личные проблемы будут. По макромоменту самое главное быть на черепахе, выиграть ее. И дальше не гоняться за киллами, дальше распиличиваться каждый кто куда по своим лайнам, делать свои действия. То же самое на лорде. Даже когда делаешь киллы перед лордом, или лорд уже стоит, делайте киллы, не надо дальше гнаться, идти в трон, что-то пытаться спушить. Просто заберите лорда и спушьте с этим лордом все товара, которые хотите забрать. И не спешить, куда-то торопятся все время люди. Хотят что-то больше. 1-2 килла получили, развернитесь, заберите объект. Дальше выигрывайте игру, если вы хотите выиграть игру, конечно. Часто, когда получается, идет начало сезона, ты опускаешься на самый маленький ранг. Я, играю в соло, там на лесниках, и очень часто роумеры союзные просто помогают тебе бить баф, и при этом, ничего не делают. Они просто тебе помогают бить баф, но при этом они даже тебе немного руинят, потому что чем больше союзников вокруг бафа, тем больше у него защиты. И этим они создают 0 импакта, и они могут сделать намного более полезные вещи, там, постоять с мидером, постоять с голдой, или же там пойти во вражеском лесу поукать. Когда я учился играть, я был очень, в игре эгоистом, так скажем. Я просто брал то, что мне надо, и подстраивал команду под себя. Я иногда байтил там кого-то, чтобы он умер, но я знал, что за это я убью там и так далее. На меня горели, писали, что я там слабый, еще что-то. Не суть. Просто надо быть эгоистом, я считаю. Если ты убийца, подстраивай всех под себя, и все. И так будет гораздо проще тебе научиться и осознать, что к чему в игре. Если вы играете на убийце, вам априори нельзя принимать файты, допустим, на первом объекте. Нет, вы можете его принять, только если вы осознаете там все риски, то есть вы должны понимать, то, что вы именно конкретно на первом объекте вы слабее, 100%, и уже от этого отталкиваться. Не нужно идти на объект просто потому, что это так делают.
Нет, вы должны, я повторюсь, рассчитывать риски и уметь их как бы складывать. То есть, банальный пример, там, вот я иду, допустим, 7-0 на убийце каком-то, и я понимаю, что на мне висит стрик. Если я умру, за меня дадут много денег, моя команда потеряет время, я потеряю время, потому что я не смогу фармить из таверны и так далее. И вот это все я взвешиваю. Если я умру, это все, это печально. Соответственно, это полный переворот карты, уже не в нашу пользу, соответственно. И, в принципе, всю доминацию мы потеряем. Поэтому всегда оценивайте ситуацию, фармите на убийцах. Больше фарма вам всегда нужно. Качайте деньги, экспу и так далее. И не лезьте в файты, которые 50 на 50 там, или тем более ниже по процентам в вашу пользу. У тебя есть множество героев, и ты должен, понять, что собирать на каждого из этих героев, какие есть вариации билдов. Есть масса героев, которые собираются там коса посу жрут, и есть другие, например, варианты билдов. Условно там на том же клинте ты собираешься не через этот билд, а собираешься через билд, чтобы разгонять там физическую атаку, а не скорость атаки. Можно сказать, что есть именно дефолтные билды, которые очень редко меняются на определенных героях, на большинстве героев, точнее. И если хотите узнать эти билды, много про игроков стримит, можно посмотреть у них на стриме, можно задать у них вопрос, я стримлю, можно ко мне зайти, спросить на такого-то героя, там, такой-то билд, что на него собирать, какие эмблемы лучше выбрать. Все это про игроки вам спокойно подскажут, тут особо труда нету. Допустим, у вас все получается, и вроде как вы видите в себе потенциал невероятный, и вы спрашиваете, что делать дальше. Первостепенно, наверное, по поводу телефона не могу сказать именно определенную марку. Что я могу посоветовать, так это просто телефоны, наверное, свыше 10 тысяч рублей. Чтобы просто не ультра лагал хотя бы и нормас. Потому что я свой путь начинал с iPad mini, и там прям капец лагало, но впоследствии я его поменял на iPad 2018, по-моему, и гораздо все лучше стало. Минималка — это какой-то телефон за 20 тысяч, условно, на котором не будет ультра лагать. А там уже какой, сами подбирайте, и просто, чтобы тянуло email. Если, в общем, говорить, конечно, очень важно, чтобы вам было удобно играть на своем девайсе. Это первостепенная вещь. Подберите телефон, настройки внутри игры обязательно надо подобрать тоже под себя. Самое главное не пытаться, вы нашли какого-то своего, так скажем, кумира в игре, да, и не нужно копировать его настройки под себя. Это неправильно. Там в любом случае вам нужно почувствовать, как удобно именно вам. И исходя от этого уже отталкиваться. Надо будет подтягивать микро и макро игру. Микроигра — это когда вы хорошо, быстро нажимаете кнопочки, то есть это вы нигде не сможете увидеть, это вы должны сами играть, тогда он будет сам автоматически развиваться. То есть и играть надо каждый день, немало времени, желательно 5-6 часов. Это минимум, чтобы только ступить на тропу. На самом деле нужно минимум 8 играть каждый день, если хотите именно на про уровне играть. Банально можно часами рассуждать по поводу того, что сколько вам нужно играть, чтобы стать выше именно про уровня. А там люди, то есть 5-10 часов где-то уделяют, соответственно, вам нужно чуть больше, и не факт, что у вас все получится. Соответственно, мой ответ от 5 до 10 часов, и 5 это чисто потому, что вы не можете полностью игре уделить время. Также есть макроигра, это понимание игры. Что в определенный момент делать надо, на каком герое, что ты можешь сделать, что ты не можешь сделать, куда правильно пойти, как кнопку правильно нажать. Это можно увидеть больше на стримах у про-плееров также, например, у меня. И в частности на турнирах. Там, где играем мы, там, где играют другие, азиаты в частности. Они показывают очень хорошую, стабильную командную игру. По поводу того, как собирать команду или как вступить в команду, которую вы там хотите, и считаете, что у вас есть огромный потенциал для этого. Тут два пути, скорее всего. Первый — это вы ультра какой-то гений, и вас замечают, и вас просто забирают к себе, и, соответственно, у вас все круто. Тут нечего разбирать, наверное. Это все слишком легко. И второй путь для большинства, наверное. Вы через какие-то команды либо сами собираете, либо вас позвали в не особо ультрапопулярную фулку, не ультрапопулярные игроки. И, соответственно, вы что-то там пытаетесь. Из этого пути тоже, наверное, будет несколько путей. Если вы хорошо отыграете, но вы все равно там будете всегда проигрывать, скорее всего, на вас обратят внимание.
банально, если у вас там будет из 10 поражений в 7 играх. Если у вас чуть-чуть ниже левел, и вы на уровне, где, в принципе, найти команду, то я всегда на это отвечаю, просто играйте в ранкед и, соответственно, добавляйте там людей, которые вам понравилось, или вас добавляют люди, и вы добавляете их, и, соответственно, потом коллабитесь, и, соответственно, регаете там уже дуо, трио, потом, возможно, вы вырастете до фулок, и у вас будет все круто. С моей первой, можно сказать, профессиональной командой мы отобрались на чемпионат мира от Тру Легиона. На тот момент так было. Как мы собирались? Просто я написал одному игроку, потом мы вдвоем начали писать еще 2 другим игрокам, и 5-й уже сам по себе нашелся. Также еще была замена, но не суть. У всех так происходит, я думаю, первый опыт, первые игры, то есть вы просто зовете друг друга и смотрите, как у вас что будет получаться дальше. Пока тебя никто не знает, то просто играешь соло, добавляешь людей, которые тебе понравилось, как они отыграли. Если они тебя добавляют, попытаешься играть с ними в следующую катку. Если они не добавляют, регаешь дальше и пытаешься еще найти хороших тиммейтов. С ними ты там играешь трио, может быть, даже фулки собираешь. В этих фулках, если ты попадаешься в скилловых соперников, пытаешься выложиться на всю, пытаешься их, добавить, может, они тебя когда-нибудь позовут случайно, и если ты хорошо реализуешься, когда они тебя позовут в рандом фулку, то, может быть, тебя даже заметят. Ты должен играть по где-то 10 часов в день, чтобы, даже условно быть одноперсом какого-то персонажа, чтобы тебя узнали и заметили, и, звали тебя в рандом фулке. Почему я люблю эту игру? Наверное, потому что она ультра быстрая, и в целом это плюсы ML-ки. То есть 10-20 минут средняя игра длится. Если там все печально в игре, то может еще быстрее. То есть там на 6-й уже можно сдаваться. Иногда и такое бывает. Также мне нравится графика, то есть все довольно светлое, никаких темных тонов. Все ультра яркое, светлое, и все видно, красивенько, классно. Где-то в 2016 году я очень любил играть в Доту, в CS 1.6 на то время, в CSGO мне тогда не нравилось. Даже если бы нравилось, мой компьютер бы не тянул. И в моменте с моим компьютером что-то приключилось, я не знаю, может перегорел, может что. Тогда вышла Dota Reborn, и мой компьютер перестал тянуть полностью абсолютно Доту. А моба игры мне очень нравились. Единственная моба-игра, которую я играл тогда, это была Dota. Спустя некоторое время после этого я увидел рекламу MLBB на ютубе. Когда смотрел ролик, реклама вылезла, и там был один герой похожий, который только выходил в фане. Она мне напомнила Тимбера, который также притягивался тросом, но он притягивался к дереву, а фане к стенам притягивается и может выпускать бесконечное количество тросов. И я решил попробовать. Мне понравилось. И я что-то залип в эту игру, играл, и мне все нравилось, потому что у меня все тянуло. Играть мне нравилось, моба жанр мне в принципе нравится. И так как мой компьютер не тянул другие игры, я решил, что да и ладно, зачем мне этот компьютер, и остался играть только в Dota. Преимущество MLBB по сравнению с другими моба жанрами в том, что эта игра очень быстрая. Здесь все решается, грубо говоря, в одном файте. Не прям все, а именно преимущество. Вот на первом объекте, если ты забираешь первый объект, все, ты получаешь преимущество по карте. И, соответственно, от этого уже отталкиваешься и делаешь какие-то действия. Mobile Legends — это моя первая моба-игра. До этого я, не играл в игры подобного жанра. Я думаю, меня просто игра завлекла тем, что очень много вариаций действий, очень много героев, всякие стратегии разные. И то есть, если в других играх примерно один и тот же геймплей, то в ML, в моба-играх ты можешь там играть на другой роли, получать другое удовольствие от игры, потому что на том же Роуме и на Леснике игра очень сильно различается. И, ML меня именно зацепило тем, что очень много вариаций действий. Играйте в MLBB, развивайтесь. Если вам пишут, что вы мусор, не слушайте никого. Просто рано или поздно вы их дрюкнете. Я надеюсь, что всем помогут наши советы, все, кто смотрели. Я надеюсь, вы будете получать удовольствие в этой игре, как минимум, потому что без удовольствия не хочется играть. Надеюсь, вы зайдете ко мне на стрим, скажете спасибо за это. А так, всем спасибо за просмотр, болейте за нас. И удачи вам на землях рассвета.